Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Информация для тех, кто хочет связать тело такой куколки, которая демонстрируется в этом видео. На моем сайте smallydolls.ru вы можете приобрести доступ к видео мастер-классу с подробным объяснением вывязывания всех деталей тела этой куколки. Примеры оформления куколки вы также сейчас видите. Также вы получите текстовое описание одного комплекта одежды для куколки. Всем добрый день! В данном видео поговорим про тонировку. Еще когда-то давно, когда я вязала игрушки, у меня, как и у многих, встал вопрос тонировки. Первое, что пришло в голову, это взять тени, косметику, пудру и затонировать игрушку. Таким образом, одну игрушку я затонировала, и через пару месяцев я обнаружила, что моя тонировка пропала. Просто-напросто все это осыпалось. Да и к тому же игрушка была предназначена для ребенка, и не очень бы хотелось, чтобы он засунул это в рот. Поэтому от такого варианта я отошла от тонировки, пошла в магазин и купила вот такую масляную пастель. Большой набор, много цветов. Для игрушек это был очень хороший вариант, потому что цвета нужны были разные всегда. И я связала зайца, и мне нужно было затонировать штаны. Процесс прошел успешно, мне очень понравилось, и я решила остановиться на таком варианте. И тогда начала вязать кукол, и стала тонировать кукол тоже масляной пастелью. Я купила специальные палочки в магазине, там же, где и пастель для растушевки, специальные палочки. Очень удобно именно носить. Если таких палочек нет, то я использую просто ватную палочку. Но каково же было мое удивление, когда через 2-3 года я достала этого зайца и не увидела ни следа от тонировки этой пастелью. И я задумалась над другими вариантами. Тем более мне нужен был вариант уже именно для кукол. Материал для тонировки должен был быть нестираемый, то есть он должен был сохраняться навсегда. На тот момент я уже начала рисовать куклам глаза, я использовала акриловые краски, и я подумала, почему бы мне не попробовать тонировать куклу тоже акриловыми красками. И на этом варианте я остановилась, хотя лицо, щечки я все еще тонирую пастелью. Покажу, как этот процесс у меня происходит. Здесь главное не наносить сразу пастель на куклу, на вязаное полотно. Нужно нанести пастель на палочку для растушевки, либо на ватную палочку и просто намазать на то место, где нам это нужно. То есть в данном случае у меня это щечки будут. Хорошенько втереть пастель в то место, где нужна тонировка. При необходимости повторить процесс. У меня обычно с первого раза недостаточно. Тут важно прямо втереть. Именно не просто нанести, а втереть. Тогда тонировка сохранится надольше. И таким же образом я с другой стороны тоже тонирую щечки. Саму куклу я тонирую акриловыми красками. Для этого я беру емкость с водой, водички нужно немножко совсем. Разбавляю воду краской. При помощи кисточки все перемешиваю. И здесь важно найти баланс, чтобы не переборщить с цветом, чтобы он не был слишком темный. Но при этом, чтобы после высыхания тонировка не слилась с телом, то есть не была слишком светлой. Чтобы убедиться в том, подойдет мне цвет такой или нет, я использую какую-нибудь заготовку специальную у меня для экспериментов. Я наношу просто вот так воду кисточкой, воду с краской и даю высохнуть. Ну, здесь явно видно, что это мало. После высыхания просто ничего не будет видно, поэтому я добавлю краски.
И еще раз попробуем нанести. И нужно дать высохнуть. Несколько часов высохнуть детали. И после высыхания этой детали уже нужно оценить, подходит вам этот цвет или нет. Кстати, тонировку нужно выполнять при дневном свете, потому что лампа, она изменяет цвет. Вам будет казаться, что нормально, но на самом деле может оказаться слишком темно. Ну, вот такой оттенок у меня получается. Я дам просохнуть, и после этого приступлю к тонировке самой куклы. Так, саму куклу я начинаю тонировать с ног, снизу, и я покажу места, по которым нужно пройтись просто кисточкой. Кисточка у меня довольно толстая, чтобы сразу побольше. Начинаем с ног. Сначала я промазываю ряд вот здесь, где у меня пальчики, чтобы акцентировать внимание на пальчиках. Затем я промазываю вот этот изгиб на ноге. У меня вот такая стопа изогнутая. Изгиб. Перехожу дальше и тонирую под коленкой. Можно наносить прям побольше воды, не жалеть. Под коленкой, от бока до бока. И чуть-чуть вниз посередине я тоже наношу. Дальше я наношу над коленкой. Тоже так от края до края. И посередине немного вверх. После коленок я перехожу вот сюда. Я уже не буду снимать трусы. Я тонирую здесь тоже между ног. Вот так вот здесь промазываю. Это как тень падает. Затем пупок. Прям вот так вот внутрь тонирую. Дальше переходим вверх. Под грудью хорошенько промазываю. Как вот саму грудь, так и немного тела под грудью. Дальше я капаю немножко на сосок и промазываю сверху в месте присоединения груди. И вот соединяю с этой стороны, с наружной, с нижней тонировкой. Хорошенько промазываю. И с этой стороны линию декольте тоже промазываю. Дальше у меня есть ключицы вывязанные, я их тоже промазываю. Дальше руки немножко в запястье, в локте со всех сторон я делаю по кругу. Дальше под мышкой, здесь руку тонирую. И провожу вот так линию плеча. Здесь тоже должна быть тонировка. И, соответственно, вторую половину передней части я промазываю те же самые места. Абсолютно симметрично. Можно начать сверху. Ключицу, плечо, руки, локти и так далее. Грудь. Здесь и коленки, и ноги. Далее сзади переворачиваю куклу. Здесь я промазываю точно так же вот эту линию плеча.
вот эту. Дальше промазываю нижнюю часть спины под попой. С второй стороны. Дальше внутреннюю часть, эту заднюю, коленки. И пяточку сверху и снизу. Таким образом, первый этап тонировки я закончила. Теперь я даю просохнуть и тонирую еще. После того, как первое покрытие у меня просохло, сейчас покажу, если видно, вот что на ножках, например, вот легкий такой оттенок получился. Теперь я добавляю еще краски в ту воду, которую я первый раз тонировала. Делаю более темный цвет. Беру более тонкую кисточку и прокрашиваю уже более тоненькие полосочки в тех местах, где мне особо нужно акцентировать внимание. Например, вот здесь под коленкой. Уже не нужно брать много воды, чтобы не расплывалось. Под коленкой, над коленкой. Часть декольте. Здесь должны получиться более темные оттенки. Ключицу, прям по ключице провожу. Потемнее. Далее снизу тоже делаю линию под грудью, более темную. Можно пупок темнее сделать. Тоненькую линию провожу по линии локтя. И линия плечей. Вот здесь я тоже делаю линию. И также сзади. Теперь я делаю линию плечей. И под попой. Акцентирую внимание именно на этих деталях. Тоненькую линию сзади коленок. И тоненькую линию здесь на пяточках. Сверху и снизу. Все. Первая тонировка у нас более светлая, она немного размазанная. То есть вот так вот со всех сторон. И здесь тоже более размазанная. А второй слой, более темный и более точечный, даст именно подчеркивание тех деталей, которые нам нужно подчеркнуть. Вторую коленку я не намазала, тоже намажу. И когда это просохнет, уже все готово. Я еще прошлась масляной пастелью по векам немножко, поэтому у меня сбились реснички. Сейчас я их заново сделаю. Синей пастелью сделала тени. Щечки я тоже притонировала пастелью. У меня куколка просохнет. Последние штрихи оформления, и она уже готова.
Спасибо за просмотр. Встретимся в следующих видео.